Представители знака зодиака, близнецы. Близнецы, мои дорогие, здравствуйте. Таро прогноз, гороскоп, август 2023 года. Давайте узнаем подсказки карт. Конечно, любой прогноз не может рассказать о вашей личной истории, о всех житейских перипетиях, но я надеюсь, что подсказки интуиции и образы карт помогут вам с чем-то либо определиться, либо принять решение. Давайте мы разделим условно месяц август на 3 декады и достанем 3 карты, а после раскроем, чем ознаменуется каждая из декад для вашего знака, мои дорогие. Итак, первые 10 дней или первая декада, вторая и третья. Первая декада. Не спешите, семерка пентаклей это, как будто и деньги могут быть в рост. И, в принципе, какие-то вопросы, любые совершенно, например, с документами, или то, что вот в ваши планы входило, тут могут сдвигаться временные рамки. Что-то может на нас словно воздействовать, может быть, обстоятельства, таким образом быстро решить вопрос у нас не получится. И здесь наиболее важным, и советуют об этом карты, удерживать все то, чего мы достигли, наши позиции, ваше положение, на которое вы можете опереться. Может быть, в чем-то вас это и не устраивает, я это допускаю, но так или иначе позиция у вас достаточно надежная и стабильная. И значит, нужно то, что вот вы на сегодняшний момент имеете, это и нужно тоже удерживать. У нас просто даже не получится, наверное, в начале августа, по крайней мере, так карта нам говорит, что-то продвинуть или решить быстро. Если мы идем оформлять какие-то документы, значит, вот как положено по процедуре, значит, нам придется пройти вот эти все этапы. Или если мы, допустим, вкладывались во что-то буквально деньгами, и здесь у нас деньги в рост растут, это означает прогресс какой-то, но, значит, быстрой какой-то прибыли, если у вас бизнес, вряд ли мы тут тоже получим. Но мы это все получим, и если у нас что-то задерживается, будь то документы или деньги, все равно это к нам придет. Но то, что если мы, знаете, приложим много сил, допустим, может быть и нервов, как-то начнем педалировать любую ситуацию, как будто мы ничего не добьемся. Вот уделить внимание тому, что у вас уже на данный момент есть. Хорошо что-то улучшать, обустраивать, укреплять, да, или по дому чем-то заниматься, но пока не форсировать. Давайте мы достанем 3 карты, раскроем первую декаду. Дела, работа, бизнес. Как ориентировочно видят карты. Что у нас будет по финансам? И как карты видят нашу личную жизнь. Итак, дела, работа, бизнес, девятка мечей. Даже если что-то стало на стопор, это не значит, что появился повод начинать что-то анализировать или вот где-то себя загонять мыслями в более мрачную картину, чем та, которая есть в действительности. Поэтому нам говорят, выйди вот из этого состояния. Нужно видеть то, что есть по факту. Но какие-то эмоции нам попросту со знаком минус могут помешать. И повторюсь, все идет своим чередом. И такое состояние может быть по 2 причинам. Либо не идет какое-либо дело или то, что вы запланировали, так быстро или в той скорости, как вы бы хотели. И второй момент, может быть, усталость, которая навалилась буквально, а уставшие люди делают ошибки. Одним словом, есть какие-то составляющие, которые нам мешают увидеть какую-то реальную картину. Поэтому, если задержка, это не значит, что у нас что-то не получается сделать. Что у нас в финансах? Как раз вот посмотрите, есть, значит, какие-то вопросы, которые мы не смогли решить. Или мы не смогли решить, может быть, в том ключе, как мы хотели. Но если на финансы, а нам тут показывают не только про финансы, десятка кубков, это карта полноты счастья. Когда у нас есть семья, может быть, но даже если вы один или одна, значит, есть люди, которые вас любят, которые к вам относятся искренне, есть определенный достаток. Мы можем, кстати, улучшать что-то дома, переделывать или обустраивать, делать свое жилище более комфортным. Есть у нас
то общение и те люди, на которых мы можем положиться, которые нас не подведут в трудную минуту. Ну, действительно, это счастливая карта, она вам выпадает на финансы, но она затрагивает не только финансы, мои дорогие близнецы, она затрагивает и приятные эмоции, и вообще вселяет оптимизм. Как раз сам-то по себе и период вот этой первой десятидневки нам говорят, да тут все у вас как раз стабильно, хорошо. Поэтому и не мучайте себя, рисуя себе, ну, буквально какие-то страшилки или мрачные картины. В личной жизни что у нас? Ну, вот, может быть, есть какой-то момент, который действительно вы не смогли решить, или, может быть, приходит какая-то новость, которая вас просто разочаровала. Может быть, это касается, ну, какой-то стороны вашей личной жизни или какого-то дела. Все-таки у нас здесь девятка мечей на дела, работу выпадает или на бизнес. И значит, планировали мы, скорее всего, что-то одним путем пойдет, или мы осуществимы, и как-то мы могли себе тезис-план даже составить. А тут сбиваются сроки, и это единственная причина, вот карты нам как раз об этом и говорят, единственная причина к тому, что у нас что-то не получится сделать именно таким образом или в то время, когда мы бы этого хотели. А что нам может помешать? Какая-то новость, видимо, известие, или, может быть, обстоятельства, которые складываются вокруг вас. Надо сказать, что придется какое-то, может быть, решение принять и вполне вероятно от чего-то даже отказаться. И отказаться бывает часто очень сложно. А туз мечей как раз и говорит, что именно проблему можно решить, если ты как-то будешь готов, ну вот, словно что-то отрезать. И предпосылка к этому есть какая-то информация, которая сама по себе может подсказывать какое-то конкретное решение. Вопрос в другом, решимся мы на это или нет. Ну, у кого-то это может быть, знаете, как и просто в личной жизни какое-то событие и в связи с новыми какими-то открывшимися обстоятельствами вам, может быть, придется либо что-то переделать, либо придется подождать, пока разовьются события, или, ну, еще есть какая-то причина, которую, скорее всего, мы не можем изменить, потому что у вас первая десятидневка – это семерка пентаклей. Так вот, когда семерка пентаклей выпадает, есть всегда такой момент, когда обстоятельства превыше нас. Это какая-то сила, которую мы не сможем изменить, но вот свое отношение к ней мы вполне изменить можем. Или попробовать другой метод, или как-то закрыть вопрос в какой-то одной последовательности и попробовать в другой. Но мы не изменим коренным образом, может быть, какое-то событие, которое вот мы узнаем, или в целом ситуацию какую-то. Но, опять же, повторюсь, если мы меняем наши отношения, как будто мы найдем и выход. Или это будет просто понимание того, что, ну да, нужно какое-то время подождать. Вторая десятидневка и восьмерка пентаклей. Работай, у тебя все получится. Одна из лучших карт в колоде на работу и на деньги. Нам показан человек, который, и, кстати, сидит, напротив него сидит маленькая мышка, о чем говорит, скрупулезно занят своим делом. И, значит, обстоятельства начнут меняться. Или вы переизберете какую-то тактику действия и начнете планомерно решать какой-то вопрос. Или, может быть, по работе какие-то возможности у вас открываются. Но эта карта еще и говорит о том, что растет наш, как профессиональная наша значимость, успех или наша престижность. Всегда эта карта предвещает как смена статуса, мы можем получить какую-то должность, нас могут заметить, что-то тоже предложить. В конечном итоге это для нас растет финансовый наш успех или наш финансовый доход. Перспективная карта, повторюсь, как и на работу, так и на деньги. Давайте мы немножко раскроем и посмотрим, как карты по основным сферам жизни видят вторую декаду августа. Дела, работа, бизнес, финансы
и личная жизнь. Итак, что у нас дела, работа, бизнес? А вот здесь уже нам как будто на горизонте успех. Шестерка мечей. Здесь, правда, у кого-то может пройти перемена. Либо на работе, может быть, законы меняются, руководитель меняется. Перед вами это откроет какие-то новые возможности. Это точно будут какие-то возможности в середине августа. Будьте внимательны. У кого-то из вас это может касаться поездки, переезда. Или вы поменяете работу, если вы работали в офисе, предположим, на работу, которая будет связана с командировками, передвижением. Или вы уйдете в удаленную работу, вы будете работать, может быть, в интернет. Или вы можете открыть свое собственное дело. Или у нас ведь ремесленник по восьмерке пентаклей проходит. Поэтому вот свой как будто бизнес вообще великолепно открывать, что-то начинать даже, я бы сказала. Или попробовать себя в том деле, которое у вас хорошо получается. Это может быть как хобби или просто само по себе ваше умение, ремесло это называется по сути, и мы можем монетизировать или сделать основным источником дохода. Здесь масса всевозможных вариантов. А для тех, кто собирался в какую-то поездку, тут тоже словно либо сроки могут меняться и в плане того, что новые возможности, может быть, что-то где-то и будет ускоряться, или вы думали ехать в одну местность, а здесь могут добавиться новые обстоятельства, и вы что-то можете переделать, переиграть. Или какие-то дополнительные у вас возможности все равно осуществить желаемое. И неважно, либо это работы касается, но в основном это сфера наших достижений проходит по шестерке мечей. Или это наше перемещение. И значит, перемещения, они тоже имеют какой-то для вас смысл. И карта в основном, она, любая 6 это победа. И здесь это карта заслуженного успеха. Нам карты хотят сказать, что даже если мы что-то начинаем, и даже если мы не чувствуем себя профессионалами в каком-то деле, мы очень быстро ими станем и получим какой-то результат. А что по финансам? Хотя финансы будут, а на финансы тут двойка кубков выпадает. К вам может любимый человек прийти на помощь, или вы будете помогать, или есть какое-то взаимодействие. Я бы сказала, для тех, кто в паре, вы просто будете что-то планировать уже. Кто человек семейный, значит, какие-то... Тут может быть, знаете, как семейный бизнес даже, или может быть и обустройство жилища, связанное или с переездом, или с какими-то еще переменами. С другой стороны, это может еще свидетельствовать о том, что какие-то договоры, может быть, будут заключены. Это карта любви, безусловно, но кроме любви, это диалоговая еще карта. Она говорит, что мы можем со всеми договориться. И ваша сильная сторона, мои дорогие близнецы, что вы не относитесь предвзято к людям, когда у нас не монолог, а именно диалог. Может быть, посредством диалога. У кого-то из вас, с учетом шестерки мечей, вы можете поменять, кстати, работу на работу с информацией или с большим объемом информации каким-то образом. И надо сказать, в этой стихии вы там себя можете как рыба в воде, если так можно применить эту фразу, можете ощущать. Потому что это ваш где-то Меркурий, он вас может подталкивать что-то изменить в своей жизни. Личную жизнь давайте откроем. Королева Пентаклей, вообще Королева Пентаклей, если в целом энергетику мы смотрим, это тот персонаж, который создал себя сам. И на большинстве карт она изображена среди райского сада. И этот сад по умолчанию она построила своими руками. Здесь эта карта может свидетельствовать, что какая-то ваша идея, которую вы, может быть, длительное время вынашивали, обдумывали, вот здесь вы можете приступить к реализации. И личная жизнь не всегда нам тут говорят про любовь, хотя у кого-то это проиграется личные отношения и, возможно, с человеком, который рожден или имеет асцендент под знаком зодиака стихии Земли, Телец, Дева, Козерог. И какие-то, ну, как партнерские отношения могут быть, так и личная жизнь тоже может быть. Но по королеве Пентаклей это мы можем заниматься практически любым делом и что-то улучшать. Для королевы Пентаклей, если мы говорим
что для нее важно все. Так вот, тут проходят вопросы буквально начиная от здоровья, имиджа, внешнего вида. То есть для нее это тоже важно, потому что такое здоровье? Это ее ресурсность, это ее бодрость, это физическая активность и форма, которая ей помогает решить тот или иной вопрос. Она чувствует себя в силах и способной, в общем-то, за любые дела браться. То есть даже вот такой момент тоже проходит по карте королевы Пентаклей. А также это то место, повторяюсь, нашего проживания, и мы тоже тут можем что-то улучшать, переделывать, модернизировать, или какую-то степень комфорта менять, или, опять же, бизнес, или когда мы что-то для себя самого или самой будем делать в плане построения карьеры. А вообще эта карта олицетворения благополучия, финансового достатка, ну и стабильности в отношениях. Значит, взаимопонимание с вашими близкими для тех, кто в паре, или те, кто, может быть, кстати, вы дружили какое-то время, а вот в середине августа вы будете обсуждать вопрос, как жить, может быть, вместе. Третья декада, по крайней мере, так обещают карты, правда? Вот все, что я сказала, сейчас подтверждается императрица, карта. Есть какая-то женщина, которая очень важная в вашей жизни. Мои дорогие девочки, близнецы, иногда эта карта говорит о беременности, или то, что вы можете узнать, я буду мамой, или у кого-то, правда, рождение ребенка, кто ждет, и такое может быть. Это могут быть вопросы, связанные с вашими родителями, конкретно с вашей мамой. Но это еще и у нас карта власти. И власть, правда, это более такая в добрых, более в душевных энергиях проходит. Где-то она похожа на королеву Пентаклей, но это изменение уже статуса. И к вам может это прийти, как вы меняете статус. Может быть, кто-то получит предложение руки и сердца, или окончательно согласится на что-то, или, кстати, может реализовать свой какой-то амбициозный проект, потому что императрица, она у нас всегда показана беременной. Это имеется в виду не только физиологическое состояние, а это ее плодовитость на какие-то новые идеи, которые обязательно императрица реализует в жизни. Сама по себе карта всесторонне благополучная и счастливая на те вопросы нашего материального, наверное, счастья, именно материального, то, что составляет для нас уверенность в сегодняшнем, в завтрашнем дне. Когда у нас удается, как и по работе, какие-то проекты, когда у нас финансовая безопасность, стабильность. Ну, давайте мы достанем 3 карты, посмотрим, раскроем. Как третья декада для вас, мои дорогие близнецы, по основным сферам жизни может проиграться. Каковы энергии? Дела, работа, бизнес. Что нам по финансам подскажут? И тоже раскроем личную жизнь. Итак, дела, работа, бизнес. Ну, что-то нас тут может и не все, как бы в том ключе, которым мы себе задумали. Вы можете что-то переиграть. Или знаете что, по этой карте, с учетом карты императрица, может быть, у кого-то проходят ситуации из прошлого, которые вы еще, может быть, не закрыли. Но это нас уже не ранит. Тройка мечей – это всегда наш прежний опыт. И тот опыт, когда мы отключили уже эмоции, а видим какую-то ситуацию. Может быть, у кого-то это будет о завершении какого-то процесса говорить. Или по работе, может быть, у нас складывается какая-то обстановка, когда мы встречаем человека, с которым были связаны какие-то не самые приятные эмоции. Ведь это карта именно разочаровывающих эмоций, которые были в прошлом. И вот теперь у нас есть возможность окончания периода августа, когда мы просто ставим в чем-то точку и идем дальше. И знаете, по тройке мечей, когда это происходит, вот этот опыт из прошлого, он нас делает сильнее в том плане, что мы не повторим какую-то ошибку. Мы более прозорливые и внимательны. Это первое. А второе, мы больше не допустим такого разочарования, которое, знаете, нас словно выбивает вот как когда-то из колеи. И тут просто может быть как и ситуация, так и человек, и у вас почему-то дела, работа, бизнес. Значит, ну есть какие-то вопросы, которые, может быть, еще в начале месяца могут активизироваться и потом одновременно встать на паузу. Но
где-то этот вопрос, видимо, всплывает все равно в финале августа и требует вашего решения. Давайте откроем финансы. В любом случае, вы знаете, тут либо раньше, либо позже. Если все вопросы мы не решили, ну, наверное, в нашей жизни редко бывает такое, когда мы буквально все какие-то или бреши закрываем, или проблемы решаем. Все равно хоть что-то, какая-то оскомина у нас остается. Правда, ну, так жизнь наша устроена. И тем не менее, по тройке жезлов ведь здесь как 5 минут до старта. Правда, вы что-то можете, может быть, не так быстро, как хотелось, но вот потихоньку, потихоньку какой-то наболевший вопрос, мои дорогие близнецы, или какую-то застарелую проблему вы все равно решите. И вот, знаете, решение, скорее всего, очень близко. Пусть это нам попадает карта на финансы, но это всегда новые какие-то планы. Ну, правильно, жизнь наша, она так или иначе с финансами связана. И, наверное, связана какая-то ситуация, скорее всего, которая у вас либо по работе, либо по делам, либо вот что для вас будет наиболее важным стоять. Но если нам в финансах уже новые какие-то горизонты показывают, значит, действительно какая-то ситуация у вас подходит к концу. И я не могу сказать, что она завершится и в конце августа. Может быть, дай бог, у каждого, чтобы была какая-то ясность и понимание, но вполне вероятно, что какой-то процесс может перейти еще и на сентябрь. Потребуется еще какое-то время. И я это говорю специально для того, чтобы вы себе не ставили каких-то рамок временных, ограничений. Тут, скорее всего, тот вопрос, который хотим мы или не хотим, но все решится в свое время. Что в личной жизни? Для вас сейчас будет очень важно ваше независимое мнение, суждение и финансовая стабильность. Вот я по этой карте говорю, это Верховная Жрица. Несмотря на то, что нам это карта тайных знаний, и несмотря на то, что она чаще говорит нам о каких-то более высоких наших задачах или ну, то, что для нас может быть в приоритете, то, что для нас важно, или о какой-то духовности она может говорить, безусловно. Но это еще и карта тайн. У кого-то, конечно, это может проиграться буквально какой-то любовный треугольник, и что-то пойдет не так, увы. И вы знаете, я бы сказала, что, может быть, вы и захотите как раз вот этот любовный треугольник как-то разрулить эту ситуацию, потому что как будто вы уже с учетом карты императрица точно знаете, в каком направлении вы будете действовать. Вы точно будете знать, чего вы не хотите. Может быть, вас пространство подталкивает словно к какому-то очень важному решению. Но так или иначе у нас выпадает карта императрицы. И она как будто, мои дорогие близнецы, вам сразу говорит о том, что даже если очень какой-то сложный, колючий вопрос, который вас где-то эмоционально вот уже ну, разрушает или что-то затянулось, у вас все равно есть возможность разобраться и поставить в чем-то точку. Когда мы решим какую-то свою застарелую проблему, нам вот как будто карты и говорят, и откроются новые горизонты, и какие-то перспективы вполне могут быть. Или это ведь еще может прийти какая-то новость, мои дорогие. У кого-то, кстати, материнство вот буквально проиграется, потому что очень часто Верховная Жрица и Императрица как раз свидетельствуют о том, что изменения в нашей семье или буквально ожидание ребенка. Хотя у кого-то из вас это может проиграться как новости в семье, может быть, тоже будут какие-то сообщения. Перекладывайте на себя, мои дорогие близнецы, и будьте счастливы и любимы всегда.